Депрессия – одно из самых распространенных психических расстройств во всем мире, которое затрагивает миллионы людей. Но как сформировались наши современные представления об этом заболевании? Существенный вклад в становление современного представления о механизмах развития депрессии внес советский психофармаколог Изяслав Петрович Лапин. Сегодня мы расскажем о нашем исследовании, посвященном его наследию и работам его коллег. Дело в том, что во многих странах мира в 60-е годы 20 века проходили исследования механизмов развития депрессии. Первыми в Советском Союзе этой проблемой занялись сотрудники лаборатории психофармакологии, открытой при Ленинградском психоневрологическом институте. Их работы легли в основу статьи, которая была опубликована Изяславом Петровичем Лапиным в соавторстве с Григорием Синкругом в 1969 году в журнале The Lancet. До сих пор эта статья цитируется в более чем 500 статьях по всему миру. Особенностью нашего исследования стало то, что мы совместили исторический анализ и наукометрический подход и проанализировали, как идеи Изяслава Петровича Лапина нашли отражение в других научных публикациях во многих специальностях, от психиатрии до гастроэнтерологии. Например, выяснилось, что гипотеза о снижении активности гипоталамуса при депрессии подтверждается современными нейровизуляционными исследованиями. Также интересно, что эксперименты с резерпином и имипромином стали основой для создания животных моделей, которые до сих пор используются при разработке новых антидепрессантов. Почему важно то, что мы сделали? Во-первых, работы Изяслава Петровича Лапина были предпосылкой для создания целого класса новых психофармакологических средств – антидепрессантов, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Во-вторых, животные модели до сих пор активно используются в психофармакологии и становятся основой для разработки новых методов лечения.